25 лет назад в одном из американских мегаполисов в семье Карла и Эммы Маккормик родилась девочка, которую назвали Джоанна. Счастью родителей не было предела, но счастье это длилось недолго. Жуткая авария на оживленных городских улицах в один миг поставила на семейном счастье большой жирный крест. Пятилетняя Джоанна еще не до конца могла понять, почему в тот день папа и мама так и не вернулись из супермаркета. Ее душу наполнила пустота. Особенно, когда в их доме появились люди в строгих костюмах, женщины, похожие на воспитателей из детского сада. И вот тогда, чтобы девочка не попала в детский дом, ее на воспитание забрал дедушка, Джек Маккормик, отец Карла. Превозмогая горькое чувство потери сына, старик привез любимую внучку к себе на ферму, в долину Элм-Крик. Вот так у пятилетней Джоанны началась новая жизнь, которая в корне отличалась от жизни в мегаполисе. Шли годы, и старик Маккормик стал замечать интерес девочки к сельхозтехнике, к полям и к животным. Во время уборки урожая Джоанна ни на миг не покидала кабину транспорта, будь то комбайн или трактор, и с интересом наблюдала за каждым движением старика Джека, который управлял, на ее взгляд, огромным и мощным агрегатом. Но годы берут свое, и этой весной Джека Маккормика не стало. В свои 25 лет Джоанна вдруг снова ощутила ту самую пустоту, которую чувствовала после потери родителей. В свои последние дни Джек очень переживал за внучку и за свою небольшую ферму. И тогда Джоанна пообещала ему, что ни в коем случае не продаст ферму, а наоборот, приумножит ее состояние, расширит территорию и добьется ее процветания. Старик поверил внучке и со спокойной душой отошел в царство вечного лета. После смерти деда Джоанна еще несколько месяцев не могла прийти в себя. Но время летит, и время лечит. И в августе она наконец взяла себя в руки и решила таки воплотить в жизнь то обещание, которое дала деду за несколько минут до его кончины. Вот тут-то и начинается наша история. Друзья, добро пожаловать на ферму юной Джоанны. Добро пожаловать в долину Элм-Крик. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей. Мы сегодня начинаем новый летсплей по фарминг-симулятору 22. Как вы уже поняли из пролога, наш новый персонаж Джоанна Маккормик. Вот и наша небольшенькая ферма, которая осталась после дедушки. Вот состоит она из 3 полей, из одного комбайна, немножечко тракторов, прицепов, культиватор, сеялка. Ну как прицепов? Один всего лишь прицеп. Имеется у нас вот такой вот трактор Месси Фергусон. Далее имеется 2 Джон Дирчика. Вот к ним имеются сеялка, имеется небольшенький культиватор. Вот, ну и старенький Зеторчик, который Джек Маккормик восстановил буквально незадолго до ухода в мир иной. Вот, очень любил он этот трактор. Этот трактор связан с началом его фермерской деятельности. Именно на нем он обрабатывал свое первое поле. Вот как-то так.
Ну и как вы видите, друзья, немножечко изображение дергается. Вот сразу прошу меня извинить. Видеокарта моя безнадежно устарела. И записывать игру приходится на средних настройках. И то, видите, картинка не очень-то и плавная. Вот, почти 1,5-2 дня я с этим делом воевал. Но вот все, что удалось вытащить, это то, что вы сейчас видите. Так что любители хорошего изображения, запасайтесь валерьянкой. Вот, кое-где игра будет тормозить, будут просадочки FPS. Ну и в игре, конечно же, многое изменилось. Вот, добавились некоторые функции, которые раньше были модами. В частности, добавились сезоны, которые мы, конечно же, будем использовать. Вот, ну, во всем этом, конечно же, будем разбираться. Джоанна, она хотя и, в принципе, в курсе, как, где что происходит, но все это делалось под контролем дедушки, а сейчас ей придется все это делать самостоятельно. Поэтому косяки и тупники, друзья, возможны. Будем вместе с Джоанной изучать новый функционал. Ну и, конечно же, я думаю, зрители в комментариях будут подсказывать, что и как делать. И как правильно делать. Так, давайте посмотрим, наверное, на карту. Да, у нас поля в собственности 44, 45, 46. Ну, как поля? Так себе огородики, можно сказать. Но стартовать, в принципе, на них можно. Стартовать на них, в принципе, можно. Так, по составу почвы здесь и вспашка нужна, и известь нужна. Короче говоря, тихий ужас. Дедушка уже со здоровьем было не очень у него в последнее время, поэтому как-то с удобрениями, со вспашкой, с культивацией не особо-то справлялись. Вот Джоанна, конечно, помогала, но самостоятельно все-таки ничего не делала. Поэтому на данном этапе что нам нужно сделать? Во-первых, собрать урожай. У нас созрела пшеница, слава богу, без сорняков. Вот на это силу дедушки хватило. Так что давайте запускать комбайн. Ну и естественно, мы будем прибегать к помощи наемных работников. Вот в то время как Джоанна будет заниматься какими-то, может быть, другими делами. Ну, для начала давайте для начала хотя бы начнем. Вот как бы это не звучало, может быть. Смотрите, прям под цвет. Хотя это Deutz-Fahr, а у Джоанны такой спортивный костюмчик с логотипом класса. Но, тем не менее, я думаю, сочетается неплохо все это дело. Так, у нас включено отделение соломы. Запускаем уборочную машину. Ну и вперед. Проедемся чуток сами, а потом уже будет все это дело окучивать работник. Вот как это выглядит все от первого лица. Так, все, соломка пошла, хорошо. Так, ну Джоанна неплохо справляется, в общем-то. Все, можно еще один рядочек. Еще один рядочек пройти. И потом доверить это дело уже работникам, которые наверняка профессионалы в этом деле. Хотя вот терзают смутные сомнения, что настолько прям добавили работникам интеллекта, что
они не будут работать без косяков. Конечно же, наверняка будут и деревья находить, будут заканчивать работу раньше времени, будут пропускать кое-какие участки. Ну, не без этого. Без огрехов, как говорится, все идеально, конечно же, не бывает. Поэтому будем как-то с этим жить, будем мириться, будем исправлять то, что они там наворотят. Так, здесь-то мы урожай соберем, а вот на других полях у нас что имеется? Здесь у нас просто закультивировано, да? Здесь у нас собран урожай, то есть стерня, по сути. Вот в новой ферме для этого дела добавили, значит, новые агрегаты, новые аппараты, которые необходимо будет, наверное, приобрести. Вот, во-первых, меня интересуют мульчеры. Что это такое и с чем его едят? Это аппараты, которые перерабатывают вот эту вот стерню, значит, срезают ее, измельчают и таким образом, я так понял, значит, добавляют немножечко сидерального удобрения, которое даст прирост к урожаю в 5%. Прирост, в общем-то, небольшой, но учитывая то, что эти мульчеры стоят не так дорого, то можно и прикупить. Тем более на счету у дедушки еще было 90,5 тысяч, которые можно потратить на какую-то технику. Вот. Но для начала все-таки, наверное, давайте наймем работягу. Все, пускай занимается. Вот. А Джоанна тем временем посмотрит в магазине, какие агрегаты нам нужно в первую очередь. Давайте, во-первых, посмотрим то, что у нас есть. У нас есть, значит, трактор Zetor, вот такой вот мелкий. Из средних тракторов у нас целых 3. Модели, конечно, не самые новенькие, но трактора, я думаю, еще послужат, еще поработают. Так что вполне себе. Значит, комбайн, пикапчик. Старый, но крашеный, выглядит хорошо. Единственный прицеп грузовой. Вот сколько он вмещает? 8 кубов он вмещает. А в тоннах это 2,4 тонны. Видите, здесь в игре разделили уже кубы от тонн. То есть мы можем перегрузить здесь даже прицеп. Потому что в настройках есть такая функция. Грузить прицеп до максимально допустимого. Я эту опцию пока не включал. Я хочу посмотреть, что будет, если мы прицеп все-таки перегрузим. Так, имеется у нас жаточка, имеется у нас один единственный культиватор. Одна единственная сеялка. Так, 3-метровая. Ну, большего я не ожидал. Прицеп для жаток и... Смотрите-ка, 2 противовеса. Я думал 1. Я думал, будет 1. Нам нужна удобрялочка. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, смотрите, у работника волочки соломы получаются куда ровнее, чем у Джоанны. Ну, работник-то он натасканный. Не первый год наверняка работает. Может быть, он и... У дедушки Джека когда-то тоже трудился на этом поле. Так, давайте смотреть удобрялки. Инструменты. Разбрасыватели удобрений. Вот, про известь пока речи нет. Это пока что для нас дюже дорого. А вот простой разбрасыватель удобрений Amazon, я думаю, мы с вами приобретем. Так, на 42 метра он аж разбрасывает. Так, его улучшить нельзя. Ну, какой есть, наверное, такой и будем покупать. Так, есть такое дело. 25 тысяч. Вот, а вот вспашку мы вполне себе можем себе позволить. У нас нету плуга, правда.
Да, плуга нету, но зато есть чизель-культиваторы. Возьмем пока недорогой. Вот этот вот за 5000. И он, я думаю, нам обеспечит вспашку. Он сразу, смотрите, и с дисковой бараной. Вдобавок ко всему, правда, он 1,5-метровый только. Давайте возьмем, попробуем, с чем его едят. Так. Сколько у нас осталось? 60 000. Блин, на 60 000 особо не разбежишься. Вот, хотелось бы еще прицеп-подборщик для соломы, наверное. Ого. 30 000. Но я думаю, надо брать. Солома нам пока что не нужна никуда, поэтому будем продавать. Часть денег, конечно же, окупится. Ух ты, здесь можно даже номер прилепить. FS22. Ну ладно, ладно. Будем иметь в виду. Это же можно будет, наверное, потом настроить, я думаю. Так, номера нет. Размещение. Спереди и сзади. Нет, только сзади, наверное, я не знаю. За него тоже добавляют? Нет? О, точно, смотрите, вон он, номерочек-то. Хе-хе-хе. Прикольно. Прикольно. Так, 29 000 у нас осталось. Ладно, пока что... Пока что, наверное, на этом остановимся. Вот можно было бы... Вот этот не настраивается. Так можно было бы из него погрузчик, конечно, сделать. Так, а вот этот электротрактор. Выбор колес, бренд колеса, номер опять-таки. Так, у этого садовый какой-то тракторочек. Выбор двигателя, номер, трехточечный, бренд. Да что ж такое? Неужели ни у одного трактора нету навески? Вот, передняя нагрузка. А, нет, это противовес. Ну, блин, Клинтон. Так, вот, крепление фронтального погрузчика. Ближайший Месси Фергусон стоит у нас 43 000. Вот к нему, наверное, надо будет стремиться. Вот, а пока что все. Пока что хватит. О! Гляньте-ка, работник уже все закончил. И даже разгрузка ему не понадобилась. Вот это дает. Так, и сколько же мы собрали-то? 3649 литров. Сколько это в тоннах, интересно? Так. А может, крепление погрузчика у какого-то из этих тракторов есть уже, а? Нету. Нету. А мы можем сделать себе такое крепление. Допустим, вот на этот Месси Фергусон. Давайте посмотрим. Это у нас средний трактор. Скорее всего, вот этот. Да, мы можем поставить себе крепление фронтального погрузчика за 1500 на этот трактор. Наверное, так и сделаем. Чтобы не тратить лишние деньги. Так, разгрузим для начала. Это точно пшеница? Это похоже больно на перловку. Ладно, не будем
занудами. Так, а как бы посмотреть нам, что у нас есть в наших бункерах? Так, а ни хрена у нас нету в бункерах. Вообще. От слова вообще. Мебель. И здесь гербицид, камни, клубни. Во! Что я купил? Я же не купил эти. Мульчер не купил. Правильно? Наверное, правильно. Так, давайте купим мульчер. Да, у нас нету. Все-таки на начальных этапах 5% к урожайности, это, наверное, что-то, да, все равно даст нам. Так, стоп, это точно мульчер? Да, это мульчер. Он, кажется, не настраивается. Так, и по камням там, камни-уборщики. Ого. 25 тысяч. А катки, которые закатывают эти камни назад в землю, хотя бы мелкие. Где мне их искать? В разном. О! Прицеп Крон. Как это они его еще в DLC не закатали? Лицензированный прицеп. Удивительно. Кстати, с DLC тут такое немножечко разочарование вышло. Заказал я, значит, ферму, заказал сезонный абонемент первого года. И по факту пришлось 2 DLC еще докупать. Правда, это раскраски, но все равно стоят они, правда, недорого. Чуть больше $1 за 2 штуки. Но факт остается фактом. Их не включили в сезонный абонемент. Вот так вот. Где ж катки мне найти-то? Низкорамники, противовесы. Так, где? Заравниватели это не то. Зимнее оборудование. Ну, по идее, в разном они должны быть. Мульчеры, камнеуборщики, виноградные, активные бороны. Ха. Вот я что-то... Вот я что-то и не пойму. Но вот это камнеуборщик, потому что у него вот емкость есть под камни. Так, фронтальный погрузчик нам по факту понадобится, да? Только какой из них взять? Что-то их здесь дофигища, слушайте. Ну, Джон Дировский вот есть. Это хорошо. 603R, 643R, 700M. А у нас какой трактор? У нас вообще 4755. Мы же на этот собрались. Так, я не понял, где катки? Как мне определить их по бренду, я не знаю. О, тут со скидочкой вот, кстати, продаются, так не кисло. Всякие ненужности пока что. Так, нам нужно будет удобрение. Нам дофига всего нужно будет. Прессование бункера. Ух ты. Ух ты. То есть силос мы будем еще закатывать, да? Я еще видел, кстати, там какие-то ферментирующие добавки в магазине. Для моносмеси коровам еще нужно будет какие-то мешки докупать. Кормовая добавка. В общем, назаморочили здесь неплохо они. Уход за пастбищем. Не вот это каток, а? Катки. Газонные катки и полольники повышают урожайность полей. Вот они где. Уход за пастбищем. Это как вообще? Что-то...
Так, вот этот каток, он сразу идет, по-моему, с сеялкой, да? Да, он, смотрите, закатывает, по идее, камни. И что-то здесь еще. А, нет, сначала шубуршит, потом закатывает. Сколько он? 3-метровый? 13500. Ну, давайте возьмем такой. Так, денег почти не осталось. Надо быстренько все это сгрузить. Дело. Задать, наверное, работникам. Хотя посев, наверное, еще рано делать, да? Так, у нас здесь и загрузка, и выгрузка, правильно? Блин, не привыкну, что здесь еще не сделали мод камера без коллизий. Так, сторона разгрузки назад пойдет. Так. Ну что, первый наш урожай. Ух ты, блин. То есть, смотрите, дверь не сразу задняя открывается. Борт, точнее. Все как в реале. Он какое-то время терпит, потом... Бадым! Так. Ладно, давайте прицеп пока здесь оставим. И трактора не сразу стартуют. То есть... Джоанна наша, смотрите, переключает передачи даже. Ёлки-палки. Ну все, дела пойдут теперь. Дела теперь обязательно пойдут. Так, нам нужно фермерский магазин. Погнали, фермерский магазин. Это направо. И все, от забора и до заката. Кстати, смотрел я в менюшке. Здесь и заборы, друзья, добавили. Вот, и бункеры для удобрений. Но, к сожалению, если мы их поставим, нам нужно будет их заполнить. То есть это не точки продажи, как у нас с Сэмом были в этом... в Эрленграде. Блин, уже начал забывать. 2 дня тут возился. Вот, а просто емкости, в которые мы сможем навозить удобрений. Потом этими удобрениями пользоваться периодически. Но я не знаю, есть ли в этом смысл, или же проще покупать пока что. Ух, что-то всего набрал. Так, что мы сейчас можем взять? Мы можем прицепить мульчер, правильно? И мы можем прицепить фуражный прицеп. Чтобы уже работникам задать какие-то... Блин, ну какой он маленький, оказывается, 1,5-метровый. Точно, блин, как противовес вообще. С ним я чувствую... Долго придется возиться. Упс. Мы уже на встречке. Да, далековато фермерский магазин. Хотя вот по сравнению с самой картой, наверное, нет. Наверное, все-таки не так далеко. Все это можно терпеть, да? Водокачка у нас есть, кстати. Мужик какой-то пошел. По полям здесь. Наверное, другие фермеры ходят. Что-то мутят, крутят. Так, прицеп пока давайте отцепим. Мульчер пока
тоже прицепим к другому трактору. Потому что на этот я планирую погрузчик фронтальный зацепить. Так, ну давайте вот хотя бы Джон Дир вот этот возьмем. Культиватор пока отцепим. Интересно, мульчер это двухсторонний или же надо только это, только передом с ним работать? Непонятно. Или он наоборот только сзади? Сейчас проверим. Сейчас проверим. У нас вот поле со стерней как раз. Угу. Вот сейчас мы это дело все и проверим. Так, разворачивать его не надо, просто опускаем, да? И просто включаем. О, смотрите, точно повалилась какая-то гадость оттуда. О, пойдет. Все, вот эти вот все пенечки теперь в сидеральное удобрение у нас превратятся. Красота. Так, ну правда тракторы эти не очень маневренные. Так, вот это новая операция, довольно-таки интересная поначалу, а потом наверняка надоест, а? Кто как думает? Ну что, будут работники ее выполнять. Так, пару раз проехались, хорошо. Ух ты! Стой! Стой! Животина бегает. Где наша берданочка? Ух! Забавно, забавно. И наконец-то трафик хоть ездит с нормальной скоростью. Ужас. Джоанна аж мульчер бросила. Первый раз увидела косулю, да? Как будто бы. Первый раз. Так. Ну что, дальше, наверное, доверим это все работяге. О, какая девушка. Все, пошла работа. Пошла жара. Дальше. Значит, на этом поле... О! То есть фиолетовый вот это убирается. Мы можем даже смотреть, какое поле у нас промульчировано, какое нет. Здесь у нас культивировано. Ну, здесь нам нужно удобрение. За удобрялочкой мы с вами поедем уже на другой технике, на другом тракторе. Так, сеялку мы пока отцепим. Противовес мы, наверное, тоже пока отцепим. Для чего? Чтобы побольше агрегатов с магазина утащить. Забавно, конечно, что вот так вот переработали, что теперь работники у нас не только на газульку давят. Кстати, не очень удобная газулька здесь, да? А еще и рычаги дергают. О, как. Ой, на встречке опять. Так, шмыргалки работают нормально. Так, зеркала работают. Не так, как хотелось бы, но работают. А педалька сама давится. Так, остановимся. Да, и рычаги дергаются. Оп. Оп. Ну, прикольно.
немножечко оживили трактора. Так, что нам нужно было? Нам нужна была удобрялочка, так? И сразу бы ее хотелось бы, наверное, заправить удобрениями. Так, что мы еще можем с собой утянуть? И чизелек такой тоже. Вот это мы можем с собой, ай-яй-яй, утянуть. Каток вот этот для камней. Тоже вроде как с какой-то рыхлителем, нет? Так, частичная ширина. Ага. То есть мы можем на Ctrl-Z сменить рабочую ширину. Вот оно что, Михалыч. 18, даже 15 метров. Шайтанома аппарат. Так, давайте купим тогда удобрений. Наверное, пока обычный поддон. Парочку. Так, блин, а вот... О, браво. Браво, разработчики. Наконец-то все это дело можно без мода сделать. Количество 2, 3840. Покупаем. Ну и парочку семян сразу, наверное, купим. Так. Все, 6000 остается. Так. Семена нам выбирать не надо. Нам нужно открыть крышу и заправить... Ну да, надо ж удобрения заправлять, а не семена. Так, поехали. Трехкубовый, скорее всего. Да, где-то так. Все, погнали. Так, надо еще будет по календарю посевному посмотреть, что мы в августе можем посеять. А иначе посеем, да пропадет. Все нафиг, к ядрене фени. Вот, дедушка Джек учил Джоанну: никогда не залази, говорит, в кредит. С тебя, говорит, банк потом не слезет, поэтому будем... работать то, чем есть, и арендовать технику тоже не будем. Так что в дальнейшем в комментариях не задавайте вопросы и не уговаривайте. Здесь дело принципа. Так. Мульчер пока... Ой, этот каток пока тоже, наверное, где-нибудь... Вот здесь вот скинем. Я думаю, он в ближайшее время... А хотя, может и пригодится. Может и пригодится. Так, противовесик надо бы одеть, наверное. Так, что у нас там остался? Чизель, да? И сразу же, наверное, настроим крепление для погрузчика. Блин, 6000 осталось. Вот, Джоанна, не подумали мы с тобой, что на сам кун-то нам не хватит наверняка. Нам нужно будет, скорее всего, кун среднего размера. Какие они там вообще бывают? С другой стороны, мы можем продать вот этот урожай, который мы собрали, там 3 куба. Мы еще можем, кстати, продать солому. Хоть и много мы с нее не получим, но, тем не менее, какая-никакая копеечка все равно будет.
Так, ну за неимением плуга, конечно, чизель, культиватор будет этот, кстати. Ну-ка, давайте... Это что такое? Где у нас ремонтная зона? Вон она. Кажется. Тогда чизель пока отцепим. Так, состояние... Уже починить? Серьезно? Съездил-то туда пару-тройку раз всего. Так, 1500 нам только закрепление нужно будет отдать. О, как. Ага. То есть... Такое. Пейр еще Ого. Блин. Так, он что, еще и без номера? Ну, номерами мы потом займемся. Зарегистрируем наши трактора. Как положено все. Так, да. Какой мы... Quick, да? Крепление Quick поставили. Главное не забыть. Главное не забыть. Давайте посмотрим. Фронтальные погрузчики. Да, Quick. 50 лошадиных сил, 80. Нам бы вот такой, наверное. Но у нас денег уже не хватает. Так что, друзья, наверное... Наверное, увидимся мы с вами в следующей части. Будем продавать, возить и продавать солому. Вот, погрузчик нам будет нужен. Первое время будем наверняка вот эти вот поддоны или мешки с удобрениями возить на ферму себе. Вот, а мешки... Я смотрел, вроде как дешевле, чем поддоны. А чтобы загрузить мешок, наверное, нужны будут вилы, чтобы подымать его. Или он с них также с земли будет загружаться, как и с поддонов. Вот кто-то наверняка уже играл, поэтому я бы попросил вас подсказать Джоанни, как это все делается. Вот, а на сегодня, друзья, пожалуй, мы закончим. Такая вот первая вводная серия. Вот, еще раз извиняюсь за качество картинки. Вот, если кому-то пролог мой, вступление показалось сильно наигранным, я имею в виду нашу легенду, где рассказывалось о том, кто такая Джоанна, как она вообще здесь очутилась. Вот, тоже извиняйте, ну, что-то меня поперло, поэтому вот такое... лирическое вступление немножечко сделал. Так, ну смотрите, всю стерню уже практически уложила наша работница. Ну и нормально. Ну и нормально. Все, друзья, увидимся в следующей части. Всем удачи и всем всего